Всем здорово! Как всегда, продолжаю вдохновляться своими зрителями, они же стримеры, ведь простые зрители меня вряд ли смотрят, потому что в связи со спецификой контента. Поэтому решил вам немножечко дать еще один элемент в управлении, да, магический, чтобы завораживать своих зрителей своим представлением на стриме. И сегодня расскажу о том, как делать из вебки, точнее форму вебки, делать разные формы. При этом это все будет делаться максимально плавно. Видео обещает быть не длинным, но очень занимательным, и много по 5 фишек покажу разных. В основном будем пользоваться плагином Move и смотреть, на что он способен. Вот, так что не будем затягивать, поехали смотреть. Вот мы уже внутри OBS-ки. Всем здорово снова. Значит, у меня здесь сцена, камера, фильтр. Чуть попозже расскажу, зачем фильтр. Здесь разграничитель просто. И сцена 1 и сцена 2 пустые. Вот у нас камера, с ней будем работать. Два варианта. Можно накидывать фильтр на сцену, а можно на саму камеру. Я для удобства буду накидывать на сцену. Значит, здесь добавляем фильтр Advanced Mask. Так и буду оставлять название фильтров, чтобы понимать. Жмем центр и делаем базовую, значит, расстановку, как бы мы все время хотели выглядеть на стриме. То есть во время игры там, например, да, подгоняем. Ну, я так немножечко, может, грубовато сделаю, но вот, а может и красиво получится. Вот так вот подогнал базовую, да, штуку. Вот, сделаем крутые круглые края. Вот, хоп, все, готов. Вот такая у нас камера будет. Добавим, давайте ее на сцену. На основную первую и основную вторую. Так, это заблочим. Вот, например, я вот здесь сижу, где обычно сижу у себя на стриме. Добавляем сцену. Можно Ctrl-C, Ctrl-V вставить. Вот, ну и, например, здесь она будет в другом углу. Ну, например, вот здесь. Вот, дальше нам нужен еще один фильтр Advanced Mask. Назовем его скругление. Вот, значит, здесь выбираем Circle. Он же кружочек. Размеры нам не важно. Точнее, важны. Главное вписаться в квадратик. Поэтому подгоняем. Вот сюда, хоп. Все, вписались. Чуть пониже можно по Y опустить. Вот так. Главное не заходить за пределы нашего квадрата. Вот. И теперь мы вроде как уже круглые. Можно даже накинуть фезеринг небольшой, да? Иннер сделаем давайте. Чтобы тоже какой-то эффект был интересный. Вот такой фезеринг. Значит, как это выглядит на сценах? Вот такой кружочек тут и такой кружочек тоже тут. Вот. Здесь, например, я вот в углу в круглом сижу. Вот, дальше. Не забываем добавить переход вот здесь. Движение. Оп. Все, готово. Настройки можно, чтобы красиво переезжало, 800 поставить. Ну или секунду. 300 не очень рекомендую, слишком как-то суетно происходит. Не успевают зрители прочувствовать момента, если будет 300. Шутки, кстати, про 300 можете писать в комментариях. Вот, значит, добавляем дальше движение значения. Это кусочек плагина Move. Мы напишем это, например, круг вкл. Вкл пишу большие, чтобы отличать сразу не глядя. Цепляем фильтр Advanced Mask скругление и выбираем Single Setting. Нам только одна нужна настройка, а именно радиус. Вот. И на данный момент радиус значения имеет 400. Все, больше нам... красиво сделаем, 800 тоже. И дублируем, делаем выкл. Здесь при дублировании сбивается, поэтому делаем сеттинг Single Settings. Вот. И выставляем скругление. Переключаемся на Advanced Mask скругление. Вот здесь.
И выставляем параметр, вот этот радиус, на максимум. Вот так, чтобы была видна наш квадрат, был виден. Вот, и переходим, значит, на выкл и нажимаем «Получить значение». Что по итогу у нас получилось? Нажимая фильтры вот эти, у нас кружочек сужается и расширяется. Вот. Это мы и будем делать дальше. То есть на сцене во время перехода. Вот уже плавненько, да, все. Вот так, круглое и квадратненькое. Теперь нам надо вот это фильтр, чтобы срабатывал, когда мы на сцене 1. А вот этот фильтр срабатывал, когда мы на сцене 2. Тогда мы делаем, значит, что? Как активировать эти, без всяких стример-ботов и так далее, да? Можно же переключать сцены в стример-боте и там в легкую триггерить фильтры. Но мы тут без стример-бота делаем штуки, поэтому, точнее сейчас. Поэтому перемещаемся на сцену. Вот здесь мы на второй сцене кружочек решили, да? А здесь квадратик. Значит, здесь идем в фильтры, добавляем Move Action. Значит, активация квадрат. Вот. И указываем фильтр, который нам надо триггернуть. Он у нас находится на сцене камера. Во-первых, тут выбираем фильтр Enable. Идем на сцену камера. Источником, да. Фильтр там выбираем. Здесь у нас квадратная, значит, в круг выкл. И Enable. Все. И главное, что надо сделать, поставить запуск триггера. Запуск триггера ставится вот здесь. И здесь активировать, выбрать надо. Активирует, когда этот фильтр виден в финальном миксе. Вот. Вот этот фильтр виден, когда мы включаем сцену 1. И он будет автоматически включаться, как мы только на сцену переключились. Все, здесь идем, закрываем, скопируем его, чтобы настройки не выставлять. Здесь фильтры заходим на этой сцене, здесь у нас круг будет и вставляем. Вот, а здесь переименуем активация круг. И здесь то же самое, только поменять надо фильтр. Движение в значение, круг вкл. Почему важно наименование именно выставлять, чтобы вот когда у вас выпадает много фильтров, например, не путаться. Вот. И смотрим, что получилось. Здесь тоже активация, когда виден в финальном миксе. И, собственно, все. И делает он Enable, включает фильтр. Все, переключаемся. Оп, поменялось. Так, уберу здесь, чтобы не выделялось ничего. И здесь плавненько в круг. Можно переставить куда-нибудь вот сюда, например, да, там, и будете летать по сцене в кружочек. Вот, и еще небольшой бонус, прикол покажу, именно вот зачем я создавал фильтр, о том, что вы можете сюда загружать любые имиджи, например, это специальный сервис, ну, сцена обыкновенная, но я ее выделил как специальная сервисная, да, и, значит, здесь можно добавить либо изображение, заготовленную маску белую, с прозрачными краями, да, либо я сейчас здесь просто накидаю, ну, чтобы для примера быстро, да, фоновый цвет белый. То есть как маска должна. Белый цвет показывает то, что должно быть показано, а остальное все скрывает. Ну, сделаем вот так вот прямоугольник такой. Поставим по центру, Ctrl-D. Преобразование сделаю ну, для себя чисто. По центру. По центру вот. Все, Ctrl-D опять. И вращаем. Пока не вращаем. Ctrl-C, Ctrl-V. Просто вставляем, копировать, ставить. Просто нам надо создать маску. Вот на 45 градусов. Еще вставил сюда прямо. Еще вставил вот так вот. Ну и вот такой вот. Вот такого типа маска, например. Можете хоть тут любое вообще абсолютно изображение, какое хотите, ставить. Топаем сюда, на эту сцену, где мы фильтрики делали. Нам надо на скругление. Так, здесь выбираем Source и выбираем фильтр.
Выбираем Manual, потому что не даст нам менять настройки тогда. Вот эти, они не будут работать. И здесь вот он, Scale. Надо проверить, Scale будет ли работать. Ну вот я, например, вот так, чуть-чуть по X сдвину. Вот. И по Y. Вот, хоп. Зафиксирую. Вот здесь, значит, в круг. Ну, у нас не круг теперь, но как бы это ни было, поймете, да? Параметры изменились, поэтому теперь выбираем Scale опять по новой. Получить значение. И увеличиваем опять то же самое делаем. Вот видите, поехало. Чтоб так не ехало. Так, вернем. Чтоб так не ехало, нам надо здесь Personal Alignment делать. Центр. И вот она у нас уехала, надо по новой ловить. Все, поймал. Сотка остается. Получить значение. И здесь теперь мы увеличиваем. Scale. Уехал. А у нас не работает теперь вот этот, потому что я его сбил. Сейчас поправим. Вот, за пределы убрали. И сюда пошли, получили... параметра нету, Scale, получили значение. Все есть. Теперь он вот так включаем, так выключаем. Ну и вот эту верну, квадратик. Вот. Все, готовый уже вот квадратик. Вот, и вот так приезжает. Немножко срезано, сейчас сдвинем. Вот, и можно вот так баловаться. Здесь никаких фезерингов нету. Вот, смотрим, как на сценах. Оп. Оп. Можете хоть треугольник сделать, там в угол, например, улетели, и у вас вебка обрезалась, да, вы в треугольнике сидите. Как вариант. Вот такой вот незамысловатый урок. Довольно простой, быстрый, можете потыкать и поэкспериментировать. При переключении сцены без всяких стример-ботов. Оставляйте комментарии обязательно, мне очень интересно, что вы об этом думаете, смотрите или учитесь ли на моих уроках вообще в целом. Ну и подписывайтесь в Telegram, там позже всякие инфу о себе, как живу, и иногда какие-нибудь интересные штучки публикую. Поэтому все, давайте счастливо. Продолжайте удивлять зрителей своих, придумывайте какие-то новые штуки, заходите ко мне на стримы, подкидывайте идеи, а может быть они не специально, если вдруг что-то там решили сделать и не знаете как, тоже заходите на стримы, подскажу. Знаю очень много, рассказывать, да не перерассказывать. Все, счастливо, давайте пока, больше зрителей, побольше донатов, увидимся.